Глава 17. Грани восприятия. Танец между мирами. В древних манускриптах я нашла упоминание о двух фундаментальных состояниях сознания. То, что мы привыкли называть первым и вторым вниманием, оказалось лишь верхушкой айсберга в океане восприятия. За этими простыми терминами скрывается целая вселенная возможностей. Представьте себе кристалл с множеством граней. Одна сторона отражает материальный мир, то, что мы называем первым вниманием. Здесь властвует логика повседневности, эмпирическая реальность с ее незыблемыми законами. Этот мир конкретности, где каждая вещь имеет свое место и назначение. Умозрительное восприятие здесь работает как точный инструмент, позволяющий нам ориентироваться в физической реальности. Но стоит повернуть кристалл, и перед нами открывается совершенно иное измерение. Второе внимание – это портал в альтернативную реальность, где привычные законы теряют свою власть. Здесь интуитивное понимание важнее логики, а энергетическое сознание раскрывается во всей своей полноте. Это реалм непостижимого. Реалм – область, сфера. Это реалм непостижимого, где духовное восприятие позволяет прикоснуться к самой сути бытия. Я помню момент своего первого осознанного перехода между этими состояниями. Это было похоже на пробуждение от глубокого сна, когда внезапно понимаешь, что реальность намного шире твоих представлений о ней. Трансцендентное восприятие открыло доступ к измерениям, существование которых я раньше даже не могла себе представить. В этом танце между мирами нет правильного или неправильного состояния. Каждое из них служит своей цели. Первое внимание – это наш якорь в материальном мире, необходимый инструмент для взаимодействия с физической реальностью. Второе внимание – это крылья, позволяющие нам подняться над обыденностью и увидеть более широкую картину существования. Высшее осознание приходит не через отрицание одного в пользу другого, а через их гармоничное сочетание. Это как научиться быть одновременно и танцором, и наблюдателем своего танца. В этой точке баланса открывается то, что древние называли истинным видением, способностью воспринимать все грани реальности одновременно. Каждый из нас носит в себе этот кристалл восприятия. Вопрос лишь в том, насколько мы готовы исследовать все его грани, не застревая в привычных паттернах видения мира. Ведь истинная свобода начинается там, где мы перестаем ограничивать себя рамками единственной реальности. Мой опыт исследования этих состояний привел к удивительному открытию. Оказалось, что переход между первым и вторым вниманием – это не просто смена точки зрения, а полная перенастройка всей системы восприятия. Это похоже на переключение между различными частотами радиоприемника, где каждая частота открывает доступ к совершенно новому потоку информации. В состоянии первого внимания мы существуем в мире плотной материи, где все подчиняется законам физики и линейной логики. Здесь время течет равномерно, пространство имеет четкие границы, а причинно-следственные связи кажутся незыблемыми. Это мир эмпирической реальности, где наше умозрительное восприятие работает как точный измерительный прибор. Но когда включается второе внимание, происходит нечто удивительное. Границы реальности становятся текучими, время теряет свою линейность, а интуитивное понимание выходит на первый план. В первом состоянии мы получаем доступ к энергетическому сознанию, где информация передается не через слова и образы, а через прямое знание. Я обнаружила, что между этими состояниями существуют тонкие переходные зоны, своего рода мосты сознания. В эти моменты можно одновременно удерживать оба типа восприятия, создавая уникальную перспективу, где материальное и трансцендентное сливаются в единое целое. Особенно интересно наблюдать, как работает высшее осознание в моменты таких переходов. Оно действует как своеобразный переводчик, помогающий интегрировать опыт непостижимого в структуру повседневного понимания. Это похоже на то, как художник переносит образы из мира своего воображения на холст, делая их доступными для других. В состоянии второго внимания открывается доступ к другим измерениям реальности. Это не просто метафора, это буквальное расширение спектра восприятия.
Второе внимание открывает нам целые пласты реальности, существующие параллельно с материальным миром. Духовное восприятие в этом контексте становится не просто абстрактным понятием, а практическим инструментом исследования реальности. Оно позволяет нам считывать информацию напрямую из энергетического поля, минуя обычные каналы сенсорного восприятия. В моменты полной интеграции первого и второго внимания происходит то, что можно назвать квантовым скачком сознания. Реальность предстает как многомерная голограмма, где каждая точка содержит информацию о целом. В этом состоянии становится очевидным, что разделение на материальное и духовное – лишь условность, созданная ограничениями обычного восприятия. В ходе своих исследований я столкнулась с феноменом, который можно назвать резонансным восприятием. Когда человек научается балансировать между первым и вторым вниманием, его сознание начинает работать как тончайший приемник, способный улавливать вибрации различных слоев реальности. Представьте себе музыканта, играющего одновременно на двух инструментах. Первое внимание – это как классическое фортепиано с его четкой структурой и определенностью нот. Второе внимание подобно древнему этническому инструменту, создающему обертоны и резонансы, которые невозможно записать в привычной нотной системе. Мастерство заключается в способности создавать гармонию между этими двумя потоками. В повседневной жизни я заметила, как эта способность проявляется в самых обычных ситуациях. Например, читая книгу, можно одновременно воспринимать и конкретный текст, первое внимание, и энергетический поток информации, стоящий за словами, второе внимание. Это создает объемное, многомерное понимание, недоступное при использовании только одного типа восприятия. Особенно интересно наблюдать работу этого механизма в моменты принятия решений. Когда активны оба типа внимания, решения принимаются на основе синтеза логического анализа и интуитивного знания. Это похоже на шахматную партию, где каждый ход учитывает не только видимую позицию на доске, но и энергетические потоки, формирующие будущие возможности. В состоянии интегрированного восприятия открывается доступ к тому, что древние называли акашическими записями, информационному полю, содержащему все аспекты прошлого, настоящего и потенциального будущего. Это не мистика, а естественное следствие расширения диапазона восприятия за пределы обычных сенсорных каналов. Практика показала, что переход между состояниями внимания можно тренировать, как тренируют мышцу. Начинается все с осознания самой возможности такого переключения. Затем приходит умение удерживать оба состояния одновременно, создавая то, что я называю квантовой суперпозицией сознания. В этой точке баланса происходит нечто удивительное. Реальность начинает откликаться на само качество нашего внимания. Это похоже на настройку сложного прибора. Когда все параметры выставлены правильно, открывается доступ к информации, которая раньше казалась недостижимой. Я заметила, как постепенно растворяются привычные якоря личности, социальные маски, эмоциональные привязки, ментальные конструкции. То, что раньше казалось критически важным, чужие оценки, внешний вид, социальный статус, становится просто частью декораций. Ты все еще видишь эту игру, но больше не отождествляешься с ней. Близкие могут не узнавать тебя, не внешне, но по сути. Твои реакции меняются, становятся более отстраненными, словно ты наблюдаешь за происходящим из другого измерения. При этом все необходимые функции продолжают выполняться, может быть, даже более эффективно, потому что теперь они не затуманены эмоциональной вовлеченностью. Личность переходит на своеобразный автопилот, отточенный механизм, который прекрасно справляется с повседневными задачами, но больше не поглощает все твое внимание. Это освобождает колоссальный объем энергии, которая раньше тратилась на поддержание эмоциональных и ментальных реакций. И вот в этой точке происходит самое интересное. Твое внимание естественным образом смещается к тому, что всегда было за пределами обычного восприятия. Это похоже на фокусировку телескопа. Когда ты перестаешь всматриваться в близлежащие объекты, внезапно становятся видны далекие звезды. Концентрация во втором внимании – это не результат усилия, а естественное следствие освобождения внимания от захваченности материальным миром.
Ты продолжаешь существовать в повседневности, но твое сознание уже настроено на другие частоты восприятия. В этом состоянии открывается доступ к измерениям реальности, которые всегда были здесь, но оставались невидимыми из-за нашей погруженности в материальный план. Это не уход от реальности, а наоборот, более полное и глубокое проникновение в ее истинную природу. Особенно интересно наблюдать, как работает механизм переключения внимания в критических ситуациях. Когда обычные способы решения проблем не работают, автоматическое смещение точки сборки может открыть доступ к совершенно новым возможностям. Это похоже на внезапное включение дополнительного освещения в темной комнате. То, что казалось непреодолимым препятствием, вдруг обретает множество путей решения, но об этом чуть позже. В состоянии интегрированного восприятия становится очевидным, что реальность – это не статичная декорация, а живой динамический процесс, постоянно реагирующий на качество нашего внимания. Каждый момент осознанности создает новые связи в энергетической матрице бытия, формируя то, что можно назвать персональной вселенной наблюдателя. Способность к такому интегрированному восприятию – это не просто полезный навык, а необходимый инструмент для навигации в современном мире. Когда мы учимся удерживать оба состояния внимания одновременно, мы получаем доступ к более полной картине реальности, где каждое решение и действие может быть оценено как с точки зрения материальных последствий, так и с позиции энергетических трансформаций.